Привет, друзья! Привет, Иван! Мы, конечно же, картину поздоровались на кадр, но Да. до этого мы уже давно пили кофе. И сегодня мы с тобой будем готовить рульку в афганском казане, после чего запечем ее на гриле, правильно? Да. Начать нам нужно с того, что обработать казан и подготовить его к работе. Для этого нам нужно налить в него горячей воды, прокипятить его, нагреть, и он будет готов. Но перед этим мы разожжем гриль. Кстати, а какая нужна температура для него? Для него достаточно среднего жара, потому что он сам внутри нагоняет на себя давление, и все приготовление происходит при температуре где-то 100-110 градусов. Пакет под стартер. Скоба наверх. Открываем гриль. Зажигаю пакет. Ну, собственно, у нас есть 20 минут. Добудем воду для него. Надо лучше сразу горячую, да? Да, быстрее закипит. А фейри надо? Нет. Или сразу шаманит? И потом вообще не пригоден просто. Рулька с шаманитом. Он помутнеет внутри. У меня был неудачный эксперимент. Я помыл в посудомойке афганский казан. И вот эта вот вся глянцевая красивая часть стала матовой. Афганский казан, посудомойки не мыть. Да. А вот эти доски можно мыть. Это какая-то специальная? Это доски американские, они сделаны из вторсырья, дерево, бумага, опилки, потому что все прессуется с пищевой резиной, можно сказать, с искусственной каучуком. И я спокойно совершенно мою посудомойки выдерживает до 220 градусов. Шикарно. Я даже смотрю, лопаткой для пиццы, где он в гриль засовываю. Самое главное, перед тем, как мы начинаем кипятить, мы проверяем, что у нас клапана ходит, и аварийный клапан открывается. Блин, а я думал, это место для того, чтобы... Нет, это если вот эти вот не сработают вдруг, то вот здесь вот есть красная штучка, на которой тоже происходит сильное давление, и в случае чего она по-любому уже сработает и не даст вашему казану взорваться. А это, я так понимаю, просто... Это ручка для удобства, да. Так, ставим. Смотрите, я первый раз пытался закрыть вот так, она не получается. Надо, чтобы клапана были по разные стороны от вот этих закрывашек. Накидываем петли, а потом просто вот так вот. О, кстати, эту штуку можно и нести. Можно качаться. Оп. А это значит, что мы с тобой не закрутили до конца крышку клапана. Не вставили. Я думал, просто вставляет. Их надо вставить до упора. Вот. Щелкнул, и теперь он никуда не денется. Вот, наука. Так. В комплекте идет резинка, потому что... Дополнительная, потому что родная не очень сильно прилегает. Сама по себе не очень хорошая. Она, видишь, плотная достаточно такая. Подцепляем какой-нибудь отверточкой, удаляем и вкладываем хорошую. А это силиконовая, да? Да. В качестве уплотнителя. Поднимает лучше за ручку. Мне было интересно. Я же обычный русский Иван, мне надо все проверить на деле. Проверить на деле, да, работает, не работает. Одну руку здесь, вторую здесь и просто переворачиваешь. Оп. Только немедленно быстро, тогда горячий воздух вот, не накосячил. Красота. Друзья, я умею пользоваться стартером. Стартер-то полегче будет. Ну и все. Шикарно. А здесь можно начинать подготовку уже других продуктов, если что-то готовишь. А здесь мы рульку потом обжарим. Да. Красота. Но нам нужно дождаться, чтобы закипело. Сколько должно кипеть? До минут 15-20, просто чтобы он обработался изнутри. У меня есть перчатки, кстати, перчатки от Вебра, ни хрена не боятся. Шикарно. О. Ну, время прошло. Цель сделана, да, он прокипятился. Надо дать или стравить, или дать... Смотрите, как можно. Вот. Теперь могу открывать? Да, теперь аккуратненько. А мне говорили, взорвать нельзя, а сами говорят, ты тут так не делай, ты тут так не делай. Боятся, что рванет? Я готовил, что-то мы готовили на плите, тоже у нас сильно разошелся. Вроде стравил, открыл, а отсюда как хлынуло все равно. А споласкивать надо потом, нет? Да, разочек сполоснуть.
Огонь. Сейчас мы сюда рулечку и захреначим. Да. Он алюминиевый и остывает, наверное, очень быстро. Да, остывает достаточно быстро. И в чем бонус алюминиевых казанов? В том, что приготовленную еду в нем можно оставить. В отличие от чугунных, которые начинают окисляться. Да. Сплоснем хорошенько. Стол портить его не буду. Поставлю на досочку, которая не боится температуры. Отлично, казан у нас подготовлен. Теперь все, что нам нужно сделать, это сложить нашу рульку в него, добавить ингредиенты по вкусу, залить пивом и оставить томиться. В казане готовится все достаточно быстро, поэтому часа будет более чем достаточно для того, чтобы получить хорошую, вкусную, мягкую рульку. Не против, если я тебе буду помогать? Да. Освобожу тебе доску. О, прям как раз. Сюда, наверное, совершенно спокойно войдут, ну, вот 3 больших таких рульки. А вот таких, наверное, штук 5-6. 5-6. Корень сельдерея мне вообще нравится использовать с мясом. Да и салатики из него вкусные получаются. Чуть-чуть немного зачищу его от мусора. Ножи у тебя шикарно острые. Кстати, выбор. Так, на секундочку. Нет, а я тебе могу рассказать, какие у меня есть ножи. Это Икея. Вот Это Икея делает самые лучшие ножи в своей категории цена-качество, я считаю. У меня дома тоже несколько ножей из Икеи. До 1000 рублей. 589 рублей. Да. Режет, затачивается так же быстро на их фирменной точилке. Мне прям очень домашний. 300 рублей. Да, и в руке он лежит прям шикарно. Тоже одна из моих любимых линеек ножей. Вот все-таки... А я вам сейчас расскажу, как я вообще вышел на Тихона. Мы с Лехой, вот, который снимает, мы все вот думали, с кем бы поснимать видео, Так получилось, что я скидываю канал Тихона. Он говорит: Вань, ну вы прям очень похожи. И получается, что мы похожи даже в ножах. Лех, скажи, было такое? Да, это прям обсуждали. И будем использовать айву. Сезонный фрукт, хорошо. Да, это твой фирменный ход. Фирменный ход, да. Опа. Что касается вкусовых предпочтений, рулька для меня это такое, знаешь, особенно в пиве, томленое, это осеннее теплое блюдо, которым хочется согреваться. Да. Поэтому острый перчик, ты сказал, что он классный. Да, он такой, он прям называется, ну такой, как же это по-русски-то? ГОСТ, привидение. Привидение, да. Он такой, ты его ешь, он не острый, а потом он тебе напоминает. Раскрывается, да, после того, как съел. Класс, подойдет. А то скажешь, потом я испортил. Он не сильно острый, да? Он хорошо острый, он вкусный. Он прям, он именно вкусовой. Он не сжигает, он вкусовой. Можно сказать, деликатный. Деликатный, да. Да. И еще одна особенность афганского казана в том, что за счет того, что там создается давление, и все это томится, парится в закрытом пространстве, специи раскрываются достаточно хорошо. Их нужно не так много, как если бы ты готовил на открытой кастрюле. Не сыпь. Ты мне так рассказал, что, ну, наверное, давай, знаешь, что сделаем? Прям выберем. У меня есть камбоджский перец. У меня есть зеленый, есть черный, есть красный. Но мне нравится идея с зеленым. Знаешь почему? Он пахнет интересно. Ну, зеленый перец, ты же технолог, ты должен знать, что это все один и тот же перец, но только вот он потрогал, он мягкий, он ферментированный, и у него другая ароматика. Я технолог по кондитерке, поэтому... Слушай. Он, знаешь, как будто бы в сторону каких-то каперсов уходит. А ты попробуй, прям так попробуй. Давай такой. Такой даже, знаешь, если перец попадается, ты его съешь, он обычно такой, блин, испортил себе ложку. А такой можно съесть. Давай. Да, это компотский, он прям, кстати, лучший перец в мире. Шикарно. Тут нету ни Вебера, ни Майстер барбекю, это даже не реклама, это просто... Это просто рекомендация от сердца. Просто рекомендация, да, ищите компотский перец. Он растет в Камбодже, и за счет климата и того, что ветер с моря соленый, перец вызревает, там всегда стабильная температура весь год. И вот это... Ну ладно, ничего. Перец мы добавили, теперь добавляем соль. Казан у нас большой, поэтому... А как ведет себя соль? Да, как таковой соли ни аромата, ни вкуса не имеет, поэтому нам нужно просто сделать насыщенный яркий бульон, именно для того, чтобы он пропитал нашу рульку. Нам нужно хорошо посолить, с учетом того, что мы будем добавлять еще и пиво. Это тоже жидкость дополнительная. Согласен. Я чуть-чуть еще добавлю. Давай. Прости, я прям смотрю. Я острое люблю, мне не проблема. И такой полкило. Что она прям раскроется, будет очень хороша. Так, тут теперь пенная.
А чеснок надо, не надо? Да, пару чесночков, 2 листика лаврового листа. Весло или мешать вдвоем стоять? Сейчас принесем. И мне очень нравится добавить ложку зерненой горчицы, потому что горчица и рулька – это 2 идеальных между собой продукта, как в подаче, так и в приготовлении. Так, а нас пиво все не покрыло. Пиво Добавим все не воды? покрыло? Нет, ничего дополнительно не нужно. В целом, когда мы готовим в афганском казане, именно жидкостью, нужно наполнять его желательно не больше, чем на 2/3, потому что у нас еще и рулька сок даст. Плюс у нас в любом случае выделяется большое количество пара, который никуда выходить не будет. Оно будет циркулировать там, внутри нашего продукта. Никак тебе с этим клапаном не везет. Не везет с клапаном. Ну я изучу, я обещаю, изучу. И просто привыкнуть нужно за ручку поднимать. Понятное дело, что удобнее взять за 2, Ну да. но они слетают из-за веса крышки. Закручиваем нашу вкусовую бомбу. На гриль. Мне кажется, сейчас должна быть эпическая какая-то мелодия. Так, сколько будет готовиться? Нам достаточно будет того, чтобы после момента закипания час у нас постояла рулька прям выше крыши. Тихон тут, я не знаю, попал в кадр или нет, сказал, что время приготовления в афганском казане уменьшается в 4 раза. В 3-4 раза, да. То есть час. Да, потом мы просто- час, то есть если вы готовите в обычной кастрюле, варите или там в обычном казане, то вам нужно проварить рульку часа 3. А так час. Ждем. Ну, собственно, говорят, пора снимать. Нет, кстати, вполне себе перчатки. Я бы сделал так. Ничего, если так вот? Да, вполне. Я считаю, что такое блюдо можно выносить вместо торта на день рождения. Вместо вот этих вот бенгальских свечей банальных. Казанчик с барашком вынес, поставил на стол. Так. Я пока соберу гриль. Какую-нибудь химию, пар же может быстро хлеб. Да. Я тебе принес 2 щипцов. Оп. Досочку. Ну, уже остыло. Ручка вообще никогда не горячая, в этом и его да ладно? плюс. Да. Уже не терпится. Блин, ты посмотри. Они полопались. Да, ничего страшного. Но я считаю, что это не критично. Это показатель того, что она мягкая. И я вот что хотел сказать. А кому Да. не нравится, пусть не пробует. Да, мы сами все попробуем. Слушай, она прям сначала маленькую достала. Какой бы стороны подойти? А понимаешь, я в очках Давай я и попробую. потею. А Тихон... А у меня антизапотеватели. Ай, какая хорошая. Ой, какая красота. Вспомогательный инструмент принесли. Оп, Не, смотри, все хорошо. красотка. Так, будем глазировать или не будем? Обязательно будем. Я предлагаю сушить в гриле, а потом глазирнуть. Давай. Глазировать обычным соусом барбекю. Да хватит, размажем. Ну это великолепно. Так, у меня все готово для того, чтобы все это пробовать. Это 2 вилки. И я уже знаю, что это вкусно. Больше 2 вилок не буду доставать, чтобы нам все с Тихоном досталось. И хороший острый нож. А теперь смотрим. Огонь. Шикарно. Или еще. Ну, если говорить про подсхватился, можно еще немножко подержать. А может перевернем? Давай. Класс. Вот так. Остынет? Чуть-чуть. Да. Пробовать? М. Себя прям. Это у поваров в ресторане, когда работают, они берут все время эти щипцы такие,
проверили зачем-то, как будто бы они могут не Когда на работать. фестивале стоишь и весь день жаришь, ты просто сходишь уже вот так на автомате весь день. Если ты ничего не жаришь, значит стучишь. Мне уже говорили про слюню. А? Тихон. Ну, ты понимаешь, чего не хватает? Я бы чуть соли добавил. И Пиво. перчик мне нравится. Вот он в конце. Да, вот я и говорил, Мгм. он острый, но ты съел, и он так... Вань, иди пробуй. Ну такая ароматненькая. Мясо, все хорошо, но не хватает соли. Блин, вот понимаете, вот Соли сколько людей, столько и мнений. Вот. Если говорить со стороны шкурки, то с соусом все балансируется, и соли мне хватает. Но вот, видимо, в глубину мяса соль до конца еще не прошла. Я освою обязательно афганские казаны и поймем, как все это делать. Подписывайтесь на Тихона, помните про конкурс, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И что там еще? И до скорых встреч. И всем пока. Пока-пока. Стоим, обсуждаем и поняли, что рулька хороша маленькая. Да. Большая рулька все-таки... Ну и специй нужно больше, но тогда момент, что у тебя курочка будет пересоленная, Да, чтобы мясо дошло. А вот такая вот порционная небольшая хорошая рулечка да. намного лучше просаливается. Вот что мы хотели добавить.